Кажется, мы все прошли через этот период, когда нам казалось, что нас никто не понимает, не любит и вообще, что мы очень несчастны. Обычно он характерен для возраста от 13 до 20 лет. Ведь трудно представить, что мы будем успешными и довольными жизнью и собой все последующие 6 десятилетий, если вначале не пройдем через кризис мучительного самоанализа и интенсивных потрясений. В основе подростковой печали и гнева лежит осознание того, что жизнь гораздо более трудная, абсурдная и менее веселая, чем нам казалось, пока мы были маленькими. И когда эта сентиментальная защита детства, словно пелена, спадает с наших глаз, мы поражаемся негативу окружающего мира, который начинает на нас давить своей необходимостью самоутверждаться и принимать важные решения, от которых будет зависеть наша дальнейшая судьба. Для начала подросток осознает, что его никто не понимает. Хотя это, конечно же, не совсем так. Просто чем более сложный человек, тем меньше вероятность, что его сразу и легко поймут. Да и чем старше человек становится, тем меньше окружающие понимают, что у него внутри, и перестают ему сочувствовать и оберегать от всех потрясений, как в детстве. Первая реакция подростка на это – считать себя однозначно проклятым. Но постепенно он приходит к выводу, что связь с другими людьми, конечно же, возможна, но она требует некоторых усилий с его стороны. И это подталкивает его к ряду важных шагов. Во-первых, к признательности всем, кто все-таки его понимает. И во-вторых, к большему усилию понять себя. Так постепенно угрюмое ворчание раннего подросткового возраста сменяется на создание красноречивых стихов, песен и ведение дневника, куда можно беспрепятственно изливать свои мысли и чувства, особенно если подростку не с кем поговорить. Ведь он все еще думает, что отличается от всех, и его никто не понимает. В общем, быть 16-летним и считать, что мир вокруг нас идеальный, это что-то из области фантастики. Нет, подросток должен пройти через все это безумие, злость и гнев на окружающих, ведь они становятся предпосылками его будущих достижений. Эти чувства помогут ему осознать многие вещи, обрести определенные ценности и ориентиры, и в конце концов научат не зависеть от родителей, а в большей степени полагаться на себя. Ведь только благодаря этому человек в дальнейшем сможет выжить. Еще одна важная вещь, которая случается с нами в подростковом возрасте, это ненависть к родителям. Она вовсе не свидетельствует о том, что родители воспитали ребенка как-то неправильно. Наоборот, если подросток находит в себе силы перенести свои страдания на близких и в злости сказать им прямо в лицо, что он их ненавидит, значит, он чувствует, что его по-настоящему любят. Потому что тревожный ребенок, у которого есть психологические травмы, будет переживать о том, что о нем думают близкие, и будет бояться как-то огорчить или ошибиться в своем поведении, чтобы их не расстроить. Ведь он по-прежнему старается заслужить их любовь. Еще один источник подростковой печали – это огромное количество неразрешимых вопросов, которые внезапно заполняют их голову. В чем смысл жизни? Почему люди страдают? Почему мир такой несправедливый? Подростки – естествоиспытатели. Они пытаются докопаться до всего и страдают еще больше от того, что не могут найти ответы. Но главный смысл всего этого состоит не в том, чтобы в конечном счете найти их, а в том,
чтобы постепенно перестать задавать вопросы и продолжить вести спокойную повседневную жизнь. Но сначала они будут мучиться, ища смысл в этих жизненно важных для них вопросах, таким образом приобретая знания и интеллект. И последняя проблема, связанная с подростковой печалью, в том, что они склонны ненавидеть себя. Они ненавидят то, как выглядят, как они говорят, как их воспринимают окружающие. И казалось бы, что тут хорошего? Но постепенно принимая себя, из этой ненависти рождается противоположное чувство – любовь к себе. Особенно, когда они впервые серьезно влюбляются в другого человека и начинают ощущать, что этот человек принимает их со всеми недостатками и достоинствами и находит в них много привлекательных черт. Люди все познают в сравнении, потому человек не научится ценить нежность и любовь, пока не проведет много ночей, плача в одиночестве. Природа продумала все, в том числе, что мы не сможем ничего достичь, если в определенный промежуток своей жизни не получим озарение через долю страданий. Потому, несмотря на все ужасы подросткового возраста, одним из главных его достоинств остается то, что в причиняемых нами самими себе страданиях коренится движущая сила, которая поможет нам органично перейти от детства ко взрослой жизни и развить в себе необходимые качества для будущих достижений. Потому нам следует благодарить эти несколько несчастных лет за то, что они подарили нам самые лучшие и самые нужные для нас страдания.